Ефим Иосифович, мы поздравляем вас с выходом книги. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея ее написания? Я, с одной стороны, конечно, занимаюсь этой проблематикой. Мне крайне важно получить как можно больше материала в учебных целях, для того, чтобы анализировать эти работы. Во-вторых, мы действительно активно занимаемся давно азербайджановедением. У нас масса проектов. И в-третьих, став руководителем общества дружбы Россия-Азербайджан, я считал своим просто долгом сделать такую работу, потому что я не могу заниматься в прямом смысле слова укреплением спортивных отношений между Россией и Азербайджаном или какими-то другими вещами, а это моя профессиональная деятельность, и я в ней вижу свое, так сказать, предназначение, как историка и как, так сказать, человек, который занимается этим серьезно. И вот все это вместе привело к тому, что я решил готовить такую работу. Не могу сказать, что это было легко, потому что архивов, в том понимании, к которому мы привыкли, еще пока нет. Хотя, к счастью, мне помогли азербайджанские коллеги. Я имел материалы из МИДа Азербайджана, несколько достаточно интересных документов, аналитических и справочного плана. Мне помогло то, что я наконец нашел не сразу сборник документов, которые издавали российские и азербайджанские дипломаты 10 лет назад. Мне помогло и то, что вышло уже защищенных несколько, я бы сказал, десятки уже диссертаций по этим отношениям в той или иной степени. То есть это, допустим, какие-то юридические аспекты, журналистское сотрудничество в области экономических контактов и так далее и тому подобное. И, конечно, мне помогли работы моих коллег, диссертационное исследование Чернявского, его книга, посвященная этим отношениям, диссертация Измазденова, который специально писал диссертацию по российским отношениям России и Азербайджана, но только она заканчивалась еще 90-ми годами практически, до начала 2000-х годов. Вот. Все это вместе взятое привело к тому, что я имел какое-то основание для написания этой работы. Кроме этого, не было никакой модели, и мне интересно было создать эту модель. Я считаю, что в этом отношении это очень интересный опыт, потому что можно на основе этой модели готовить подобные издания и по другим странам. Конечно, мне помогает и то, что мы активно работаем на этом направлении. Этим занимается наш канал «Вестник Кавказа», который здесь присутствует. Этим занимается и общество в целом. Вот мы в мае месяце отправляем наших студентов в Баку. Это арт-дизайн студенты. Они будут заниматься этюдами, рисовать, фотографировать, обсуждать эти работы в мастер-классах. То есть этот процесс очень идет по нарастающей. Я надеюсь, что это будет очень удачным, так сказать, примером нашего сотрудничества. И бесспорно мы готовимся и ко всем этим проектам, связанным с форумами, которые проходят, будь то в Астрахани, будь то в Баку, будь то в Дагестане проходили, в общем, и будут проходить, конечно. И все это идет по нарастающей, поэтому материала много, обобщений требуется еще больше. Я думаю, что эта работа только начинается. Я надеюсь, что это будет не одно издание. Роль интеллигенции, какая она вам видится в развитии? Она ключевая, потому что Азербайджан в данном случае является примером все-таки более бережного отношения к русской культуре, русскому наследию, поскольку в Азербайджане до сих пор, и это приветствую я, без всяких, так сказать, понуканий, но русский язык преподается и в школе, и в вузе. На русском языке не только преподается из русских, а ведутся занятия. Есть русский сектор, так называемый, в любом университете. Диссертации защищаются, и детские сады есть, в которые ходят не только представители русской диаспоры, и даже не столько, а именно азербайджанцы послать своих детей в эти заведения. Потому что считают, что тем самым они расширяют возможность своих детей в познании окружающего мира. И в этом отношении это пример достойный, потому что у нас есть огромная масса проблем с русским языком в целом ряде стран. Вот. А здесь этот вопрос снят.
снят, поскольку он, сказать, население практически, и населению язык доступен до сих пор. Он, в общем, не является для него проблемой. И это крайне важно. И тут интеллигенция ключевую роль играет, поскольку она сохраняет традиции. Ну, вообще, традиции взаимного интереса друг к другу надо сохранять. И это крайне важная, так сказать, задача интеллигенции. Вот ушел Хазин, так сказать, с презентации, он сейчас подготовил книжку, она называется «Символы Азербайджана», так сказать, как бренды, что ли, азербайджанской культуры. И в этих брендах очень много русского элемента, потому что азербайджанцы не только в Баку, но и в других регионах, и россияне не только вне Баку, но и в Баку, и, сказать, выходцы из Азербайджана по всему миру. Это вот как раз то самое, что вносит интеллигенция, сказать, в укрепление отношений дружбы, потому что ведь я считаю, что именно незнание приводит к варварству, к ксенофобии, к конфликтам, к борьбе и к крови. А от знания еще никогда таких конфликтов не было.